Я приехал на вот этот берег, чтобы отснять пару вещей, которые я заказал на Тему. Классная нить, классная штука. Подписывайся, ставь лайк и жди свой подарок. Сейчас я вам ее покажу и расскажу про нее. Попробуем протестировать. Я взял удилище. Что по итогу нам для сегодняшнего теста нужно? Это, как я уже говорил, несколько креветочек. Их здесь пока весь полежат. Потом мы их почистим. Сделаем как наживку на донную снасть. Катушки одной достаточно, ну я что-то с собой две всегда вожу как запасная. Вот, пускай тоже здесь будут. Катушки, кстати, тоже бюджетные для такой береговой рыбалки. Не знаю, ну посмотрим, что дальше время покажет. Я все равно здесь недолго рыбачу. Не так давно здесь рыбачу. Поэтому по поводу катушек ничего еще пока мне сказать не могу. То, что есть у меня, вчера на треску отработало хорошо. Ну, сильно не заморачивался, не тестил. И поэтому пока что есть, теми пользуюсь. Крючки. Крючки это стандартные из норвежского рыболовного магазина. Ну, в общем, всякое дребедение немного. Но по сути, вот такой пакет приехал из Тему. Сейчас я коротко пройду, что здесь есть. Здесь есть вот такие 30-граммовые поплавочные, 30-граммовые поплавки, которые я планирую использовать как скользящий поплавок на то, чтобы с берега ловить в толще воды. Не на дне, как с донки, да, не под верхом, как с обычного поплавка, а вот сделать такой скользящий поплавок 30-граммовый. Довольно, думаю, будет хорошо его видно, но эту штуку протестируем немного позже. Так. Ну, это стандартные штучки, копеечные, которые для такого поплавка пригодятся. Это стопоры. Немного позже о них, может быть, поговорю. Вот эти штуки заказал, я потом покажу, дам ссылочку, в каком месте я это заказывал. Короче, вертлюжки тройные. Но они мне не нравятся, потому что я заказывал большие размеры, самые большие, которые у них есть. Мне приехали, такое чувство, что самые маленькие. Я даже не знаю, какие у них самые маленькие будут. Вот. Что у нас еще есть? Ну, эти штуки неплохие. Вот они, допустим, если их посмотреть. Тоже вертлюжки только двойные. Хотя заказывал, не помню, большой размер или чуть поменьше. Ну, по сути, вот этот размерчик, ничего такое, для нынешней рыбалки с берега подойдет. Ладно, еще здесь есть разные примочки. Такой пакетик разберем. А пока креветочка уже растаяла немного. Сейчас собираю удилище и попробуем самый главный гость сегодняшнего выпуска. Я, кстати, на этой местности первый раз посмотрю, что здесь за дно. Ну, так с берега кажется, что здесь песок. Вот, ловлю на вот такое удилище. Досталось оно мне абсолютно бесплатно. Его купить можно недорого в норвежских магазинах. Да, в принципе, я думаю, это обычная китайская палка, которая, ну, можно заказать на Тему, на Алиэкспрессе, везде. Тест у нее 5,35 грамм. Ну, вчера она очень хорошо себя показала. На вчерашней рыбалке морской, где мы выходили на лодке, кто видел, там, где я вытащил треску, не знаю точно на сколько килограмм, придумывать не буду. Но это удилище отработало, в принципе, нормально, ничего с ним не случилось. Что по приманкам? Самая популярная приманка для ловли на донку здесь, в Норвегии, да и вообще, в принципе, я думаю, во многих местах, где будете ловить на морской рыбалке, вот такая вот креветка. Это самый хит. Сейчас я ее покладу, чтобы она разморозилась немного, потому что она в морозилке лежала очень долго. Вот. И потом та штука, которую я заказал на Тему, посмотрю, как она работает с этой приманки. Потом мы забросим вот это недорогое удилище на донку, поставлю здесь прямо. Не знаю, будет рыба или нет, но сама суть проверить, насколько качественно эта штука из Тему будет держать эту приманку и насколько быстро ее съест рыба, либо она раскиснет, размокнет. Вот что случится с приманкой. Так что сейчас кладу. Вот, оно немного на камнях сейчас растает и можно будет протестировать. Мне кажется, что-то из этого получится. А
Сейчас я буду показывать именно то, что я заказывал на Тему. Недорогие штуки, которые могут пригодиться любому рыбаку, который здесь в Норвегии и не только, на любой рыбалке. Попробуем сделать заброс маленький. Что из этого получится, я не знаю. Но, как я уже говорил, суть протестировать саму ту вкусную примочку, которая пришла мне сегодня с Темы. Такие стандартные крючочки используем здесь в Норвегии. Кстати, по крючкам. Здесь такой крючок, вот, да. А я заказал вот в этой же посылочке. Не знаю, я снимать видео по поводу этих крючков буду немного позже, потому что это надо протестировать на том месте, где рыба действительно есть. Я уже знаю, что там что-то доклюнет. Вот такие крючки. Видно, нет? Думаю, видно. Загнутые. Как производители вообще все утверждают, что рыба, когда берет этот крючок, она при повороте сразу подсекается. То есть ее не нужно подсекать. Здесь при ловле на донку это очень крутая штука. Может быть, я не знаю, надо будет все протестировать, попробовать. Поэтому такой размерчик тоже на Тему. Если покажет себя хорошо, я дам ссылочку и покажу, как это работает. Если это отстой, то я обязательно об этом тоже скажу. Но мне кажется, выглядят неплохо. Ушко, кстати, должно было быть запаяно. Как по фото я помню, но здесь ушко, как видим, не запаяно. Ладно, посмотрим, как пойдут эти крючки, но это будет, наверное, в следующем видосе. Объездив все магазины, вот, которые есть в округе, городок у нас небольшой, большая проблема с грузилами здесь, очень большая. Свинец стоит дорого, уже готовые изделия из свинца тоже дорого. А потом я смотрю, что многие используют вместо грузил обычные пилькера, там всякие приманочки. Вот. И попробовал так. Вот 40 грамм веса, скользящий, грузило сделал. Такая доночка получилась. И, кстати, был зацеп и на вот этот вот крючок. Просто голый, вот так вот, когда лежала на дне приманка. Вот, поэтому вместо грузил используются здесь вот такие вот приманки. Нормально работает. Терять жалко. Нет, особо не жалко. Если в траве где-то запуталось, то это не жалко, потому что здесь оно стоит, ну, можно сказать, не копейки, но дешевле, чем обычная грузила из свинца. Так, что наша креветочка? О, креветочка уже подошла. Так, это отдаем крабикам, чаечкам. Сейчас вот так вот ее нужно очистить. Крючочек у меня небольшой. В принципе, можно креветку напополам. Вот. Самая большая проблема в этих креветках, то, что их привозишь с одной, с другой рыбалки, замораживаешь, размораживаешь, и они становятся такие дряхленькие. Когда ты забрасываешь там с таким 40-граммовым грузиком, то они уже наполовину сползают, потом рыбе приходится совсем немного усилий сделать, чтобы сорвать с крючка эту такую приманку, которая вот замерзла, размерзлась. Если креветка свежая, она классно. Ну, то есть не замораживалась 100 раз, она классно себя ведет. Вот. А вот замороженная на рыбалке осталась, ты же ее не будешь выбрасывать. Ты ее в морозильник. С морозильника достал, раз, два, три, и все. И уже как бы не то пальто. Вот так насаживаю на крючочек. Жалко, оставляем. Два крючка у меня таких. Вот. И попробуем потестим. Значит, что все-таки по итогу у меня здесь есть для сегодняшнего теста. Значит, заказал на Тему вот такую вот штуку. Нить. Пока это не реклама. Будет реклама, не будет. Но ту фирменную, которая продается в специализированных магазинах в Норвегии, я уже протестировал. Я говорил, она раз в 5 дороже этой. Вот, мы сейчас ее попробуем, вот эту вот штуку. То есть суть какая? Суть в том, чтобы
обмотать вот эту вот креветочку такой нитью. И никуда эта креветочка от нас не делась. Вот так она выглядит, как обычная нитка. Но немножко у нее другая суть. Сейчас я найду этот краюшек. Это, конечно, интересно, как это происходит, и где его, и как найти этот краюшек. Ну да, тут этот момент не учли, но за такие копейки тут можно вообще даже абсолютно не разговаривать по этому поводу. О каком-то удобстве или о чем-то. Спасибо, что хоть отправили. Вот такая капроновая нить. Я ее открыл, наверное, немножко неправильно, ну ничего. Сейчас попробуем, как она себя покажет. Значит, прикол в чем? Ее завязывать, вязать не надо. Просто берем вот эту приманку, эту же креветку. Вот так вот. Этой эластичной нитью вот так наматываем. Очень хорошо. Кстати, не хуже той, которая вот наматывается, не хуже той, которая в этих спецмагазинах продается. Вот только край я не нашел, и это мой косяк. Кстати, при обрыве, когда вот так ее оборвал, она где-то там затянулась. И, кстати, слушайте, ну сидит вообще круто. Ну вообще хит. Мне нравится. Классная штука. Сейчас мы ее сюда забросим, посмотрим. Не знаю, тут клевать вряд ли что-то будет, потому что глубины абсолютно нет. Но забросить надо, посмотреть, потестировать, как бы. Посмотрим. А пока оно там будет барахтаться в воде, раскисать, я вам расскажу, что у меня еще есть в этой посылке. Наматываем. Затягиваем ниткой. Да. Вот это класс. Так сюда можно кусок скумбрии. Тут здесь там на мясо ловят, на какие-то сосиски я слышал. Короче, на всю муть. Но прикол в том, что вообще оно держится шикарно. И этой нити, мне кажется, хватит на много рыбалок. А самое классное, что вот так вот обрываешь. И в момент, когда ты обрываешь, эта нить врезается в наживку. И все. Мертво вообще. Вот это сила. Крутая штука. Сейчас забросим, посмотрим, чего и как будет. Да, пока все идет хорошо с этой нитью. Пойдем на первый забросик. Ну, вот такая вот схема получилась. А я дальше, пока оно там раскисает, рыба объедает, пусть объедает. Я думаю, поклевок особо не будет. Пускай там барахтается. А я пока покажу, что у меня еще в этой посылочке. Посылка вышла вообще там сущие копейки, можно сказать. Но набрал я тут интересных мелочук очень много. Сейчас я быстренько по ним пройдусь, а потом достанем удочку. И я расскажу, как повела себя эта креветка. Раскисла ее, объела ее рыба, не объела. Посмотрим, что из этого получится. Так, пока наша наживка там дальше используется, я покажу вам. Значит, так, поплавки я уже эти показывал, в принципе. Ничего, да, такого интересного в них пока нету, потому что тестить я их буду немного дальше. Наверное, сейчас смеяться будете. Но вот такую рулеточку я заказал. Метровая. Ну потому что здесь рыбу, если брать, то брать надо ее от определенного размера. Потому что треску меньше там 44 сантиметров ты не можешь забрать. А если треска там, а в некоторых регионах там 42 сантиметра. Поэтому такую рулеточку заказал. Она копейки стоит. На рюкзак прицепил и в принципе нормально. Хорошая штука, пригодится. Происходит. Ложная тревога. Так, по поводу крючков я тоже уже сказал. Ну не знаю, посмотрим. Самоподсекающиеся. Что еще по мелочухам есть? Всякие вертлюжки, крючки. Короче, если, что я хочу сказать. Если что-то из этого будет стоящее, из этой посылки, я потом уделю этого
этому определенное внимание. И более детально обо всем этом расскажу. Сейчас мы посмотрим еще несколько минут, что у нас там по поводу нашей наживки. И сама суть сегодня протестировать вот эту нить. Посмотрю, как она себя показывает и как она себя ведет. Вот, поэтому главное, чтобы что-то ее сейчас поклевало. А там что-то клюет, поэтому я думаю, сейчас мы увидим, есть ли там остатки креветки или нет. Короче, вообще эта штука незаменимая при любой морской и не морской рыбалке. Кстати, я забыл показать вам очень крутую штуку. Из-за чего эта посылка вообще заказывалась. Вот такая вот, как это, распаковка, да? Смотрите, вот в таком чехле для рыбалки, да вообще не для рыбалки, а просто для любого мужика. Это незаменимая штука. Вот в таком чехле такой мультитул заказал. Я о нем расскажу позже. Отдельный обзорчик сделаю по поводу него. Он есть здесь с таким набором отверточек. Цена, выбрал самую адекватную цену. И такие плоскогубцы здесь. И много-много всяких фишек. Потом об этом покажу. Но прикол в том, что на такой, это не дешевый Китай, а именно сделано очень добротно. Вес, я не знаю, ну приличный. Вот, поэтому такой мультитул на рыбалочке, да и дома, и в кармане всегда в машине должен быть. Очень крутая штука. Так, ладно. Об этих всех вещах расскажу немного позже. А сейчас мы посмотрим, не знаю, там клевало, не клевало что-то. Посмотрим, что у нас здесь по итогу имеется с нашими наживками. Значит, смотрим. Нитка на месте. Наживка на месте. Я не знаю, клевала там или что, или не клевала, но была рыба, не была. Ну, пролежала довольно много. Больше 20 минут, наверное. Да больше, чем 20 минут. Да, минут 30, наверное. И вот, смотрите, все на месте. Короче, я ставлю жирный плюсик вот этой нити. В 5, в 6, в 5 точно. В 5 раз дешевле, чем в специализированных норвежских магазинах. И я думаю, если это смотреть там в Украине, либо в других европейских странах, там Тему делает свои цены, но это будет очень недорого стоить. Поэтому я ссылочку дам в описании к этому видео. Кто смотрит на ТикТоке меня, то переходите на мой YouTube канал, подписывайтесь. Там я буду такие обзорчики, именно качественные и недорогие, выставлять как можно чаще. Потому что я сам это все заказываю и сам этим всем пользуюсь. А тестирую я это все здесь, на этом бешеном море, где есть нормальная рыба, от маленькой какой-то селявки до огромной акулы и китов. Поэтому посмотрим. Ну, нить зачетная, ставлю плюс однозначно, это крутая штука. Так что всем рекомендую. 10 вот таких вот нитей я отправлю своим подписчикам. Когда наберется 100 подписок на моем канале, я выберу 10 человек случайным образом и сделаю рассылочку на домашний адрес вам вот такого набора этих нитей, для того, чтобы ваша рыбалка проходила так же комфортно, как и моя сейчас в этой стране. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Этот розыгрыш на старте, я думаю, нормальная тема будет. 100 подписчиков набираем, 10 таких наборов я отправляю. То есть каждый 10-й получит от меня подарочек, сюрприз. На моем канале я буду рассказывать и показывать все больше и больше о норвежской рыбалке, о морской рыбалке и рыбалке в северной части Атлантического океана. Поэтому подписывайтесь, ставь лайк и забирай свой подарок. Очень крутая штука, очень нужная, стоит недорого, но полезная на рыбалке 100%. На любой рыбалке, не только на норвежской.